Привет, я Лев, интересуюсь играми, кино и технологиями. Сегодня в выпуске «Поющая рыба», желанный всеми Асториан и сводящие олдскулы герои и многое другое. Рок-группа Green Day отпраздновала 30-летие своего культового альбома «Дуки» выпуском необычного мерча. Группа предложила фанатам приобрести 15 различных предметов, каждый из которых проигрывает одну из песен с альбома. Вот несколько примеров. Песня исполняет настенный карп, который поет как игрушечная рыба на стене. Песня записана на игровой картридж для Game Boy, что создает уникальный ретро-эффект. Также другую песню можно услышать на сообщении на автоответчике, что добавляет интересную винтажную атмосферу. Это оригинальное решение подчеркивает не только любовь группы к экспериментам, но и желание создать необычный опыт для своих поклонников. Когда-то в молодости я слушал эту группу, и очень круто, что они решили напомнить о себе именно таким методом. О, это Ubisoft. Она снова попала в скандал. Они добивались бана видео, сравнивающее битвы зверей в Red Dead Redemption и в их проекте Star Wars Outlaws. Видно, явно не в пользу Ubisoft, и многие пользователи обвинили компанию в неспособности принимать критику. Теперь интернет высмеивает Ubisoft за такие действия. Ну, конечно, когда у тебя игра выглядит вот подобным образом. В общем, тут такое дело. В сети появилась информация о том, что поклонница из США заказала секс-куклу, выполненную по образу персонажа Асторина из Baldur's Gate 3. Я бы на самом деле присмотрелся в сторону Хальсина, если вы понимаете, о чем я. За куклу она заплатила более 7000. Асторин, будучи одним из самых популярных персонажей игры, быстро завоевал сердца многих фанатов, но такой фанатский подход вызвал бурю обсуждений в интернете. А что бы ты сделал с Асторином? Напиши мне об этом в комментариях. Сотни енотов окружила дом женщины из Вашингтона, которая кормила их на протяжении 35 лет. По мере того, как ее лесные друзья начали приводить с собой новых сородичей, они заполняли весь двор, а некоторые стали вести себя агрессивно, из-за чего женщине приходилось вызывать полицию, чтобы попасть в свой дом. Но проблемы начались, когда еноты начали раскорачивать стены и окна дома, что вынудило ее обращаться за помощью. Эта странная ситуация привлекла внимание местных властей и вызвала обсуждение среди жителей. Вышел новый сериал «Дорогуша», в котором главную роль исполнила Элла Пернелл, известная по сериалу Fallout. По первым отзывам «Дорогуша» уже получает высокие оценки, и на Rotten Tomatoes у нее внушительные 100% свежести, что свидетельствует о положительной реакции зрителей и критиков. Мне лично Элла очень понравилась в сериале Fallout, поэтому я однозначно дам шанс этому новому сериалу. Согласно слухам, Sony завершила разработку сборника ремастеров Бога Войны, который может включать оригинальные игры и дополнения. Инсайдер Lunatic Ignus сообщил, что в сборник войдут все основные части франшизы, включая God of War 2, God of War 3 Ascensions, Ghost of Sparta и Chains of Olympus. В данный момент разработчики ожидают дату анонса. Такой сборник позволяет фанатам насладиться классикой с улучшенной графикой и современными возможностями. Как по мне, достаточно странная игра, но Life is Strange Double Exposure выходит 29 октября на всех актуальных платформах. Однако обладателей Ultimate Edition ранний доступ к первым двум главам начнется уже 15 октября. В игре будет 5 глав, которые расскажут всю историю, но игроки, купившие Ultimate Edition, смогут на 2 недели раньше оценить начальные части сюжета. Ранний доступ призван дать игрокам возможность строить теории о развитии событий, как это было в предыдущих играх Deck 9 Games. Сохранения из раннего доступа будут перенесены в полную версию игры, которая автоматически обновится до полноценного релиза 29 октября. В Steam это будет патч, на других платформах игра будет загружаться как новый исполняемый файл. В раннем доступе игроки смогут опробовать все доступные наборы одежды, включая эксклюзивный контент, но применить их можно будет только к персонажам из первых двух глав. Локализация включает озвучку на английском, французском, немецком и японском языках, а субтитры будут доступны на 14 языках. В Steam начали появляться уведомления, информирующие пользователей о том, что они не покупают игру, а лишь получают ее лицензию на ее использование.
Это изменение связано с новыми требованиями законодательства штата Калифорния, которые призваны повысить прозрачность цифровых покупок. Теперь пользователи четко понимают, что они не владеют купленной игрой, как физическим товаром, а лишь временно арендуют права на ее использование. В случае каких-либо нарушений условий или изменения политики платформы, доступ к играм может быть отозван. Такой шаг вызван необходимостью соответствовать требованиям к цифровым правам, что может изменить отношение геймеров к цифровым покупкам. Netflix, как всегда, за свое. В своем новом анимационном сериале Tomb Raider произошли изменения в характере персонажа Зипа, который ранее в играх был известен как дамский угодник. Теперь Зип изображен как гомосексуальный персонаж. Этот шаг вызвал бурое обсуждение среди поклонников оригинальных игр. В сети иронизируют над тем, что несмотря на изменения сексуальной ориентации, создатели оставили расу персонажа без изменений. В сети появилась новость, что долгожданный Stalker 2 «Сердце Чернобыля» может наконец увидеть свет. Пользователи Xbox заметили небольшую предзагрузку игры в магазине, а также точную дату релиза 20 ноября в 19:00. Для игры даже обновили иконку, соответствующую официальному сайту. Таймер до выхода уже установлен, и это дает надежду, что проект наконец будет завершен и доступен для поклонников. Похоже, что ожидание может скоро закончиться, осталось всего несколько недель. Я прям помню, как я проходил Stalker первые части. Я помню, что это было достаточно сложно для меня, но это был интересный экспириенс, особенно когда ты узнаешь, что там есть несколько концовок. В общем, жду с нетерпением эту игру, чтобы точно ее попробовать и рассказать вам, как оно было. Apple разработала технологию, которая может решить проблему складки на гибких дисплеях смартфонов. В новом патенте компании описан гибкий экран, который может быть интегрирован в складной корпус, а вместе изгиба будет использоваться полимерный уплотнитель. Этот полимер способен визуально скрывать складку и стабилизировать поверхность экрана, устраняя неровности. Разработка может найти применение не только в iPhone, также в iPad и MacBook, однако пока это лишь патент, и неизвестно, будет ли эта технология реализована в ближайших устройствах Apple. Вообще я пока не сильно вкусил этот складной девайс. Все-таки это достаточно спорный момент. Как по мне, пока что лучше проверенный экран, который можно будет спокойненько поставить в карман и не париться насчет его безопасности. Tesla продолжает расширять свой ассортимент инновационных продуктов. Илон Маск анонсировал создание беспилотного такси Cybercab, которое не имеет руля и педалей. Внешне оно напоминает уменьшенную версию Cybertruck и предназначено только для 2 пассажиров. Cybercab будет заряжаться беспроводным способом, а массовое производство запланировано на 2026-2027 года. Кроме того, компания представила беспилотный автобус RoboVan, который вмещает до 20 человек, а также не требует водителя. RoboVan можно использовать как для перевозки людей, так и для грузов. Он станет частью новой Tesla Network, ориентированной на заказ поездок. Не стоит забывать и о роботе Tesla Optimus, который, по словам Маска, будет выполнять множество задач в быту. Его стоимость составит до $30 тысяч, а в числе функций выгул собак, помощь домашним делам и всякое другое. На недавней презентации робот демонстрировал все свои возможности, меняя колеса на автомобиле, взаимодействуя с гостями, раздавая подарки и играя с ними. Таким образом, Tesla активно развивает идеи автоматизации беспилотного транспорта, предлагая новые решения для улучшения качества жизни. Также забавный факт. Оказалось, что роботами управляли дистанционно. На самом деле это все делал человек, просто управлял роботом. Но в то же время все эти движения роботов, они достаточно человечные и плавные, что очень восхищает. Также недалеко отходя от Илона Маска, SpaceX достигла значительного успеха, приземлив ракету Starship после ее 5-го испытательного пуска. Эта ракета предназначена для пилотируемой миссии на Луну и Марс и является крупнейшей в мире. Через 7 минут после старта ракеты-носитель Super Heavy смогла успешно вернуться на стартовую площадку Starbase в Техасе. Она была поймана с помощью специальной системы захвата Мехазила, что стало историческим событием в ракетостроении. Общая высота комплекса, состоящая из космического корабля Starship и носителя Super Heavy, превышает 120 метров, что делает его самым высоким космическим аппаратом в мире. А вообще в удивительное время живем, можем уже планировать полеты на Марс и на Луну. Мужчина по прозвищу лейтенант Дэн пережил ураган Милтон во Флориде, оставаясь своей привязанной к берегу лодки. По его словам, ночь шторма не оказалась такой страшной, как он и этого ожидал, несмотря на то, что скорость ветра достигала более 252 км в час.
В интернете появилось вирусное видео, в котором он отказывается эвакуироваться в безопасную зону, считая ураган повторением библейского потопа и уверенный в том, что его ковчег защитит его. Несмотря на беспокойство общественности за его жизнь, они собрали более 20 тысяч на платформе GoFundMe для его поддержки. Кроме того, известный стример Адин Рос предложил подарить новую лодку стоимостью в $100 тысяч. Появился новый геймплей Heroes of Might and Magic Olden Era. Возрождение культовой классики. Нам показали процесс исследования мира и фрагменты сражений. Особенно впечатляют обновленные анимации, которые добавили больше живости боям и возможность кастомизировать заклинания, таких как Метеорит. Игра погружает ностальгию по героям, сохраняя классическую атмосферу, но с современными доработками. Ожидать релиз можно уже во втором квартале 2025 года, и поклонники с нетерпением ждут возвращения любимой вселенной. Я, как любитель подземелий и драконов, очень рад следующей новости. Discord и Roll20 представили короткое D&D приключение, которое теперь доступно для игроков без необходимости скачивания дополнительных файлов. Компания включает все необходимые материалы прямо в мессенджере, что упрощает доступ и организацию игры. Это нововведение является отличной возможностью для игроков, которые хотят быстро погрузиться в мир Dungeons and Dragons, не тратя время на подготовку. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Всем пока!